Курица. Да что это за курица? 20 минут назад поставил ее варить по-человечески. Хотел получить бульон. Не прошло 20 минут, с нее уже все мясо сползает. И она говорит: я готова. Нифига ты не готова. Вот раньше были курицы. Ее поставишь в кастрюлю варить, варишь часа 3, а она еще не готова. И у тех кур вот здесь, простите меня за выражение, прямо в заднице было столько жира, что вот этот жир соберешь, порежешь ножичком, бросишь его в казан. Он растопится и образуется отличный куриный смалец, на котором потом и начинаешь готовить. А сейчас что? Сейчас они все говорят: холестерин, холестерин. Все едят на растительном масле. Я тоже. Много не надо. 3 столовые ложки. Без масла вкусно не бывает. Вот лук. Ну что это за лук? Вот раньше был лук. Возьмешь головку лука, начнешь резать, весь дом плачет. А сейчас 3 головки лука, 4 головки лука. А запаха и вкуса все равно не хватает. Огонь. Вот раньше было огонь. Поставишь казан на очаг, бросишь 2 полена, и там такой огонь, что казан звенит. А сейчас все электричество, газ. Приходится вот такую плиту газовую брать, чтобы хоть что-то горело. А гореть должно как следует, потому что от того, как пожарится лук, зависит вкус блюда, которое называется оши афгани. Ош – это обед, еще и плов так иногда называют. А афган – это тот самый афган, только это блюдо к Афганистану, я думаю, отношения практически никакого не имеет. Ну разве что в Афганистане тоже живут люди и тоже готовят себе еду. Блюдо, которое мы сегодня с вами собрались готовить, бухарское, еврейское. Вот здесь есть ссылка на предыдущий бухарско-еврейский плов, который называется бахш. Всем понравился рецепт. Все просят: гони еще, давай еще, говорят. Ну правильно, рецепт-то старый. Ведь сейчас какие рецепты? Тяп-ляп, листики салата. Да что это за рецепты? Вот раньше были рецепты. Берешь казан, берешь продукты и готовишь часов 5 или 6. Вот то была еда. Сила, молодость и красота. От хорошей еды лоб потеть должен. От хорошей еды по организму кровь играть должна. В хорошую еду специи надо класть. Вот, например, куркума. Куркума – полезная специя. Кроме того, еда, приготовленная с куркумой, бывает нарядного цвета. Вот как я сейчас. Раньше люди нарядно одевались. Полосатые халаты, тюбетейки. А сейчас, ну что это за одежда? На джинсах дырки. Молодежь, учитесь, учитесь, пока не поздно. Учитесь, как класть острый перец. Вот столько вполне достаточно. Чуть-чуть надо. Не бойтесь. Будет остро, но вкусно. Будет так вкусно, что поедят не только мужчины. Поедят даже дети. А что такое дети? Сегодня он ребенок, мальчик, юноша, подросток. А завтра кто? Мужчина. Пусть учится, как добавлять паприку. Вот паприка, она сладкая, она не острая. Паприку можно добавить ложку. А для хороших людей ничего не жалко. Можно добавить еще пол-ложки. Шумовка. Ну что это за шумовка? Вот раньше была шумовка. Вот такая шумовка. Возьмешь, один раз вот так вот повернешь, и вся еда в казане за один раз перемешалась. А сейчас... Ну что это? Посмотрите. В стране полно богатырей, а они делают шумовки, как будто для пигмеев. Бульон. Ну что это за бульон? Да это же жидкая водичка, а не бульон.
Вот раньше, когда мы варили курицу или брали мясо, в нем капли жира, как медные пятаки. Ха! Морковь. Ну что это за морковь? Вот раньше была морковь с мою руку толщиной. И она была такая достаточно твердая, крепкая. Резать ее приходилось с некоторым усилием. И готовилась она 2 часа, 3 часа. Сначала жарилась, а потом тушилась. А сейчас вся морковь, знаете какая? Она нежная и она сочная. У меня впечатление такое, что наши с вами едоки, они все родились в пустыне Сахаре и поэтому обезвожены. Им все нужно непременно сочное и водянистое. А от цинги у них выпали зубы, поэтому им все нужно мягкое и нежное. Мы сегодня будем тушить морковь до тех пор, пока она не станет по-настоящему мягкой и нежной. Примерно такой же, как манная каша, только чуточку повкуснее. Потому что вот продукты стали не те, но вкус к жизни остался тот же. А если не посолишь пищу твою, возьми куриное яйцо, отвори и съешь без соли. Это будет полезно, да? Ты на самом деле считаешь, что без соли полезно? Невкусно и при этом полезно? Господи, да зачем же ты ему дал нос и язык? Ведь если это невкусно, то это не может быть полезно. А для того, чтобы было вкусно, надо взять пока что, на первый случай, ложку соли. Понадобится еще посолим. Ну, курица жмурится, идем сюда. Да ты посмотри, до чего же она нежная и сочная. Хорошая курица, вот какие были раньше, у нее были ножки синие и мускулистые. И чтоб с нее вот так вот, с кости опадало мясо, ее готовить надо было 2 или 3 часа. Вот вместе с этим луком, морковью, варить, жарить, тушить. А теперь, понимаете, не успел я снять пену с бульона, а курица уже вся разваливается. Одно слово – бройлер. Вы слышите, слово-то само какое гадкое. Вот раньше были слова так слова. Раньше говорили: петух ты гамбургский, нового худоносца. И было понятно, что это означает. А сейчас, ну ё-моё, ну нет, ребята, если бы Боженька, Господь наш, хотел, чтобы мы ели с вами вот такую еду, Он бы нам сделал только губы, и мы бы ее всасывали. Но раз там за губами есть зубы, клац, то еда должна оказывать сопротивление зубам. Ну как, готовы вы поесть этой каши? Вот вы что за кашу едите? Все диетическую, лишь бы похудеть. А раньше была каша, вот то была каша. Той каши поешь и поправляешься. Чтобы от каши поправляться, чтобы еда была полноценной, сытной, греющей, чтобы после этой еды можно было работать как на производстве, как в поле, как в шахте, так и, извиняюсь, в супружеской постели, в еду добавляли что-нибудь сытное. Например, горох. Вот раньше был горох. Впрочем, вот этот горох, он такой же, как раньше. Его надо замачивать, его пришлось предварительно отварить, для того, чтобы привести к общему знаменателю нормальный продукт. И те скороспелые продукты, единственная ценность которых состоит в том, что они очень быстро готовятся. Вот раньше, когда я готовил аши афгани, мы забывали про то, что это на самом деле плов. Мы ели вот эту кашу, в которой можно было с трудом различить мелкие кусочки курицы, горох, зачастую уже размазанный, и морковку. И все вместе это было так вкусно. А сейчас
Ну что такое сейчас? Сейчас я отдаю этот казан на кухню, на простенькую газовую плиту, на которой эта каша и доготовится. А сейчас, понимаешь ли, такие времена настали, что я готовлю каши афгани, рис с кедровыми орешками, да еще и в эмалированном чугунном казане, на растительном, понимаешь ли, масле. Стыдно сказать, но теперь я не разогреваю масло до белого дымка. Я не прокаливаю в нем луковицу. Готовлю я теперь на хороших растительных маслах, потому что появилась возможность выбирать. Теперь я беру одну луковицу и обжариваю ее в масле. До красивого золотистого цвета, достичь которой мне поможет куркума. Посмотрите, пол чайной ложечки на лук вполне достаточно. У меня здесь 600 грамм риса. И я знаю, что 600 грамм риса, хочешь или не хочешь, а попросят почти что полную столовую ложку соли. Вот без верха. Вот раньше я готовил плов только с мясом. Это когда мясо удавалось достать, либо заработать денег побольше и купить его на рынке. А теперь я понимаю, что плов может быть и без мяса. Он может быть, например, с кедровыми орешками. И это не менее вкусно. Раньше меня угощали, было дело, кедровыми орешками. Их надо было доставать из такой жесткой шишки. Они были покрыты такой коричневой оболочкой. Ее надо было как-то разгрызть и съесть кедровый орешек. А теперь куда пойдешь, кругом продаются кедровые орешки уже чищенные, орешки пинии, какие хочешь, что хочешь. А теперь бери орешки, хочешь, прокали их на сухой сковородочке и добавь в салат, чтобы аппетит похрустел. А хочешь, вот положи и обжарь их вместе с луком, вместо мяса. Вы так не пробовали? Попробуйте. Вот раньше, в Фергане, где я жил, было 3 сорта риса. По 78 копеек, по 84 копейки и по 4 рубля. Деззера. На базаре. Кто Деззеру часто покупал, за теми АБХСС наблюдали. Чего это ты, мил человек, вдруг так кучеряво живешь? А нет ли у тебя нетрудовых доходов? А теперь приходишь в супермаркет, и там за тобой АБХСС не наблюдает. Берешь рис, выбираешь какой хочешь. Националь. Представляют, не знаю, 20 или 30 или 40 сортов риса. Рис жасмин, тайский. Вы в Таиланде бывали? Вот раньше, если бы вы себя вели хорошо, ходили на комсомольские собрания, субботники, вовремя платили бы профсоюзные взносы, то вам бы дали рекомендацию, и вы поехали бы в Болгарию. А теперь половина России знает, что такое тайский рис жасмин. И каким он бывает вкусным. Вот раньше я думал, что способ приготовления риса один-единственный, как в классическом плове. А теперь я понимаю, что рис сначала можно и обжарить, но прежде чем обжаривать рис, в масле надо обжарить что-то, что придаст дополнительный вкус рису. Да, рис, жасмин обладает собственным очень тонким ароматом. И этот аромат, конечно, ни в коем случае нельзя терять. Но уж если рис не готовится без влаги, без воды, то почему бы не использовать в качестве влаги бульон? Лучше такой вот жиденький, диетический. От цыпленка, который специально вырастили для того, чтобы его можно было готовить на гриле, либо на бройлере. Почему этих цыплят и называют бройлерные цыплята? А раньше куры были какие? Несет эта несчастная курица яйца год или два, а то и всю пятилетку. А потом, чтобы ей пенсию не платить, ей ножичком по горлышку чик и в гастроном. Вот какие куры были. Оттого-то они и были жесткими. Оттого-то их и надо было готовить 3 часа, а то и 4 часа.
Потому-то и эти старые рецепты предназначены вот под те продукты, которых, слава богу, больше нет. Потому что нынешние продукты мне, если честно, нравятся гораздо больше. И чем больше их будет разнообразие, тем лучше будет становиться наша жизнь. Здесь ведь что необходимо? Необходимо только набраться ума, разума и научиться, как готовить те старые блюда в современных условиях и из современных продуктов. Но на то у вас есть я, Сталик Ханкишиев. И если вы до сих пор не подписались на мой канал, то вы сами себе злобные буратинки. Потому что я учу вас только хорошему. Как из обычных продуктов приготовить очень вкусную и полезную еду. Так. Видите, рис вот так вот приподнялся. Пальцы показывает. Значит, хорошо получился. Но кашу маслом не испортишь. Я добавлю пару ложек топленого масла. Ну да, это не совсем кошерно, но а кого заботит кашрут? У нас канал не кошерный. У нас канал чисто кулинарный. Вниз на блюдо только рис. В принципе, и этим рисом можно было бы пообедать, потому что рис отличный, великолепно пахнет сам по себе, да еще и приправлен кедровыми орешками. Но сверху мы его покрываем кашей из моркови, гороха и курятины. Вот какая знатная горка. Но я абсолютно уверен, что вот этой каши, что есть на блюде, не хватит. Сразу попросят добавку. Ну и положим еще одну косу. А теперь я вот что хотел бы вам сказать. Мой отец купил себе первую машину «Жигули», когда ему исполнилось 40 лет. Я купил первую машину, когда мне было 30 лет. Мой сын ездит за рулем собственного автомобиля с 20 лет. А внуки научились отлично управлять электромобилями с 3 лет. Я не знаю, на чем добирался до райцентра мой покойный дедушка. Возможно, что ему приходилось ловить попутку, ЗИС-5 какую-нибудь, либо ехать на Орбе. Это не значит, что жизнь раньше была лучше. Жизнь становится лучше, когда одна и та же семья много лет упорно работает и учится. Парень, если ты смотришь этот канал, ты уже не мальчик. Ты уже, скорее всего, мужчина. И я от всей души желаю тебе крепкого здоровья, мирного неба над головой, желания учиться и хорошей, успешной работы. Вот тогда ты каждую неделю сможешь собирать в своем доме гостей, друзей и говорить им: приятного аппетита, мои дорогие.